Итак, мы проверили отели на винодельнях Риохи, кроме, пожалуй, одного, на винодельне Маркиз де Рискаль, который я показывал в прошлой серии. Это здание стало символом Риохи. Архитектор Фрэнк Герри, звезда Мишлен, Luxury Collection от Marriott, стоимость 80 миллионов евро. На открытии центрального здания комплекса был сам король Испании. Не с первой попытки просто зайти в отель, ни со второй попытки зайти через дегустацию мы так и не смогли попасть внутрь. Напомню, не бронируя номер. Остался только один вариант через бронирование столика в ресторане, и то через 3 дня, все занято. Но у нас уже забронирован другой отель в горах. Я Александр Ганаков, и я эксперт в отельном дизайне. Здесь я показываю не только как построить отель по уму, но и как оптимизировать отдых и сделать это красиво. Новый выпуск каждую субботу. Если посмотреть внимательно, основная часть отеля – это лишь не особо выделяющийся пристрой. И здесь 29 номеров и спа. И лишь 14 из них находятся в основном здании. Комплекс открылся в 2006 году. И это очень заметно по дизайну номеров. Фотографии номеров меня не впечатлили. А теперь важный вопрос. Сколько мне может обойтись чекап этих номеров? Учитывая местные цены, моя оценка 120-160 евро за ночь. Добавим сервис от Marriott 160-260 евро за ночь. Но на самом деле самые простые номера начинаются здесь от 600 евро за ночь. А цена на самые интересные номера от Герри стартует от 700 евро. И это вне сезон или при раннем бронировании. А могут быть и за 900, и за 1500 евро за ночь. За что же здесь просят такие деньги? И вряд ли за мебель, разработанную самим Фрэнком. Можно было бы сыграть в орел и решка, как в первой серии, но мы пока без золотой карты. И мы решили оставить обзор этого отеля на следующий раз. Возможно, крыша винодельни и дегустация вина – именно то, зачем сюда надо ехать. Едем в деревенский ресторан Эктор Арибе. Рекомендую. Он отмечен в гиде Мишлен. И мы снова заезжаем на самую популярную видовую террасу Риохи – балкон Риохи. Здесь открывается потрясающий вид на долину реки Эбро. Вся Риоха у ваших ног. Это наш новый отель. Это отель расположен в таком, не знаю, можно ли это назвать замком или скорее вилла на горе. Внизу горы селения, петухи, ослики, птицы. А здесь парковка. И на этой парковке есть электрическая зарядка для автомобиля. Вот наш заправляется. Сейчас проверим, все ли в порядке. Мы уже в 3-м отеле в этой поездке. И везде есть зарядка. Заряд идет. Одно из отличий небольших отелей от больших. У небольших отелей есть 3 варианта развития. Самый простой – сделать все дешево и в итоге разориться. Самый сложный – быть очень дорогим, что тоже не защищает от банкротства. Этот вариант не терпит дилетантства. Все должно соответствовать стандартам от архитектуры до сервиса. 3 – тоже непростой, но вполне реализуемый. Предложить доп. Услуги по максимуму или что-то уникальное. Новый день, новый чек-ин. Это наша новая локация. Сейчас будем делать чек-ин, потом чек-ап
Чекаут будет завтра. Заселяемся. Чемодан не едет по этим камням. Очень стильно, но не совсем удобно, да. Так, идем дальше. В наш замок. Дверь в наш замок. Надеюсь, квазимоды здесь не водятся. Итак, дворец Ириарте. Название переводится как «дворец», именно «дворец». Возможно, в 17 веке, когда он был построен семьей Ириарте. В суровом краю басков такое здание считалось дворцом. Фамильный герб Ириарте украшает балкон самого большого люкса в отеле. Это скорее особняк, расположен в живописном месте среди баскских гор, немного возвышаясь над небольшим поселением. Этот отель был полностью отреставрирован в 2009 году. Здесь 24 номера разных категорий и разного дизайна. И здесь много искусства. По отелю можно гулять, как по музею. Все искусство местных художников. В отеле Ириарте Хаурихия, дворец Ириарте, ставку сделали на гастрономический опыт и крутого шеф-повара Энрике Флейшмана. В предложении есть несколько вариантов дегустационного меню и обедов. Дегустации на винодельне. Итак, у нас есть бабочки. Да, хотел сказать, у нас есть кровать, понятно. Кровать есть в любом номере, наверное. Ну, в Японии, кстати, может не быть кровати, может быть татами. Итак, начнем с кровати. Тумбы. Тумбы на 5 сантиметров выше уровня матраса, должно быть в районе 5 сантиметров ниже, либо вровень с матрасом. Есть телефон, 2 USB розетки, еще одна розетка внизу. Подключение телефона убрано вниз, это правильно. Комплиментом 2 шоколадки, лампы для чтения нет, но есть вот единственный такой светильник. Здесь выключатель один на подсветку потолка, второй выключатель на индивидуальный светильник. Ты знаешь, что за материал? Это железо. Вот так вот. Мечта ательера, неубиваемая мебель, все из железа. Также мягкое изголовье. Ну вот, мягкое изголовье будет, видимо, в виде 3 подушечек. Как вы относитесь к подобным подушкам? Это, во-первых, красиво. Во-вторых, это нехорошо, потому что это валяется где попало. Гости не все соблюдают гигиену, не все следят за этими вещами, они могут лежать где попало, и потом это все кладется рядом с вашими подушками. Ну, то есть это не есть хорошо. Саше уже убрали стандартов, декоративные подушки тоже, вот, но где-то они еще встречаются, то есть они здесь не нужны. Еще вопрос в студию. Видите, вот такой бортик, или как сказать, кант. Он бывает в отелях разного цвета. Где-то синий, красный, серый. Для чего? Загадка, да? Почему? Знает кто-нибудь? Пишите в комментариях. Я знаю. Рабочее место. Тоже стальное. То есть это стальной шкаф. Железо. Мини-бар. О, открывается правильно. В эту сторону открывается одна дверка, и в эту же сторону открывается вторая дверка. Телевизор 32 дюйма. Вообще в отелях 4 звезды делают не менее 42 дюймов. Это стандарты отелей. 32 это 3 звезды, 2 звезды, где-то там.
Багажница у нас раскладная, антикварное зеркало. Ну, кстати, плохо, что оно болтается. Нужно третий крючок делать, закрепить. Мало ли кто тут чемоданом зацепит, полетит. Но все стильно, клепанное железо. Так, идем дальше. Дверь. У двери нет глазка. План эвакуации есть на высоте 1,5 метра от пола. Это правильно. Выпадающего порога здесь нет и нет доводчика. Возможно, здесь петли с доводчиком, потому что дверь закрывается. Кстати, лифт — это плохо. Гости не должны иметь доступ к электрике. Здесь все открыто, еще и сломано. Карточный выключатель и пульт кондиционера, который перевернут. Итак, шкаф. Делать большие шкафы неправильно. Вот этот шкаф максимум, который понадобится, потому что он должен быть ровно таким, чтобы вошли все вещи, которые у вас есть в чемодане, не больше. Внутри. Так, где здесь ручка? Как открывать-то? Открывать неудобно, нет ручки. Вешалок достаточно, но шкаф узковат. 50 сантиметров задевает. Где же ручка? Где же ручка? Может, здесь ручка? Нет, тоже нет. Ну ладно, будет без ручки. Здесь чайная станция, это плохо, потому что если здесь повесить вещи, можно задеть кружку, и все полетит. Сейф, размер сейфа под размер ноутбука, все в порядке. Желательно располагать сейф и мини-бар не ниже 30 сантиметров от пола. Здесь все в порядке, но вот мини-бар, конечно, низковат. То есть по эргономике это не очень удобно. Чайную станцию могли бы поставить здесь. Может быть, не хватает розеток. Так, что здесь с розетками? Так, все розетки заняты. Нет розетки для гостей. Должно быть не менее 2. Провода на полу — это плохо. Провода нужно убирать. А вот здесь... Окей, чайная станция. Есть, розетки-то нет. Зачем здесь чайная станция? Если я ее сюда переставлю, то куда я ее подключу? Где здесь розетка? Так, здесь розетки нет. Но все как в замке. С розетками проблема. Итак, санузел. Места для косметики гости мало. Должно быть не менее полметра погонных. Здесь, ну, не знаю, не наберется. Есть фен, есть розетка. Отлично, должна быть не менее чем IP44. Если вообще возле воды ставить, то 65. Но это уже для улицы. Так. Ага. Это что? Это освещение вместе с вентилятором. Должно включаться отдельно. У Хилтона написано раздельное включение. Дальше. Зеркало. Ну, фронтальное освещение есть. Отлично. Подогрева здесь нет. Подогрев нужен, чтобы зеркало не запотевало, когда вы принимаете душ. Здесь должно быть освещение не менее 400 люкс. Здесь, ну, не знаю, 150 сейчас. Ну, если только вот этот ужасный светильник включить. Рейлинг для полотенец есть, все в порядке. Урна с педалькой есть. Есть биде. Есть дополнительная табуретка, лавочка с полотенцами. Это удобно, кстати, когда полотенце находится рядом с душем. Но рядом с душем есть еще и вот эта полка. То есть вы выходите из душа, можете в доступе воспользоваться полотенцами. Единственный косяк. Не рекомендуется делать такие полки над унитазами. Почему? Потому что здесь может что-то висеть и упасть, если крышка будет открыта. Крючки 2 штуки есть, тоже рядом с душем, это удобно. Высота до крючков от пола 180 сантиметров должна быть. А вот для мыла высота должна быть 1,5 метра. Здесь где-то 170, наверное, будет. Практически у меня
перед глазами. Да? Так, верхнего душа нет. Есть душ на шланге, и высота от пола до этого душа должна быть не менее 2 метров. Унитаз. А теперь внимание. Крышка падает. Должно быть плавное опускание. Есть дополнительный рулон бумаги. Слив на 3-6 литров есть. Ёршик закрытый. Есть кубик какой-то, надо будет почитать. Есть биде, рака, гроя, крышка тоже без плавного опускания. Идем вниз пить кофе. И это очень классное место. Можно просто сидеть на террасе, слушать звуки деревни, пить кофе или вино. Но чтобы я задержался дольше пары дней, в отеле нужен хороший Wi-Fi. Пока с интернетом здесь все сложно. Ну как работается? Не очень. Digital Detox. Да, детокс сплошной. Да, но зато есть кофе. Я обратил внимание, что в отеле много гостей, но номера в основном пустуют. Может быть, не сезон, а может быть, концепция отеля упускает часть возможностей. Думаю, когда небольшой отель делает ставку на чем-то уникальном, например, как здесь, на гастрономии, важно вникнуть во все нюансы. Концепция отеля заточена на проведение мероприятий. Свадьбы, банкеты. С этим, я думаю, все комфортно. Часть гостей может остаться в отеле на ночь и все такое. А если мероприятие деловое, семинар, обучение, гостям важен будет интернет и нужны переговорные зоны, не только бар и ресторан. Лучше всего интернет работал где? Правильно, в лобби у входа. В поисках доступа в интернет мы были вынуждены сидеть на неправильно поставленном у стены диване, и перед нами постоянно ходили гости. Это красивая посадка, но точно не подходит для работы или переговоров, может быть, для фоточек. А если таких групп не одна? А куда девать при этом местных, которые приехали на ужин? Здесь есть один нюанс. Можно попробовать учесть все эти вопросы в концепции, но в любом случае надо считать экономику. Возможно, если все эти моменты реализовать, то расходов будет больше, чем доходов. И все это на самом деле не принесет прибыль отелю. Хоспиталити — это сложный, многогранный бизнес. Если сделать сразу все по уму, то будет и стабильная прибыль, и благодарные гости. Можно сказать, что это скрытая долина, но, конечно, это не так. Эти места достаточно оживленные и популярны. Полчаса езды до океана, полчаса до Сан-Себастьяна, около часа езды до Бильбао. Идеальное место, чтобы построить свой отель. И уединение, и близость основных достопримечательностей. Что, едем дальше? Нас ждет океан. Поэтому мы в тельняшках. Принарядились. У нас один из критериев выбора отеля, чтобы была электрическая зарядка, потому что в таких местах ездить на бензиновых автомобилях вообще кощунство. Рядом океан, горы, природа. А так приехал, розеточку воткнул, пошел в отель. Слушай, ну многие считают, что это довольно дорогая Отдай. история. Арендовать электромобиль. А аренда стоит столько же, сколько у бензинового в сутки. А Но может даже дешевле. Потому что народ не берет. старается не брать электромобиль. Да, но вы за топливо-то не платите. Мы за эту поездку оплатили 2 раза всего лишь за зарядку. Один раз в отеле заплатили 6 евро, 2 часа заряжались. Вот сегодня мы зарядили половину автомобиля за 16 евро. И у нас есть теперь возможность там около 500 километров проехать на этом заряде. Вот теперь посчитайте, что выгоднее. Но прежде всего для меня это осознанное потребление, потому что не воняет, бесшумно, новый автомобиль. Очень приятно. Самому приятно, гордость просто за себя берет. Все. Далее направляемся к океану, в небольшой городок Гетария. У нас забронирован визит в музей Кристобаля Баленсиаги.
Подробно в следующей серии. А еще будет душещипательная история семейного отеля. Что в ней не так? Что здесь не случилось, а что случилось? Этой информации нет ни на Букинге, ни на сайте, ни в Инстаграм. Я еле-еле вчера, практически ночью, нашел одну единственную статью в интернете из местного журнала, где рассказывалась история этого отеля. Одна, единственная всего лишь. Но жалко, очень жалко. Не надо скромничать. Ведите себя смелее. Если вы архитектор, ательер или хотите знать все об отелях, то этот канал YouTube специально для вас. Я помогу сделать отель по уму, не тратить время на поиски информации и деньги на исправление ошибок. Подписываясь на мой канал, вы повышаете свою насмотренность, грамотность и точно сможете общаться с отельными профи на равных.